Глава 10. Разрыв шаблона. В глубинах человеческого сознания существует точка невозврата, момент, когда накопленная масса нестандартности достигает критического порога и реальность начинает трескаться по швам. Это не внезапное озарение, а результат долгого пути разотождествления с системными догмами. Система – это паутина верований, сотканная из множества очевидных истин. Нужно спать строго по графику. Без животного белка невозможно выжить. Успех измеряется социальным статусом. Счастье зависит от внешних обстоятельств. Реальность однослойна и материальна. Время линейно и необратимо. Сознание порождается мозгом. Духовность требует следования традициям. Каждый выход за пределы этих догм – это микротрещина в матрице восприятия. Мои практики фрукторианства, отказ от стандартного пути материнства, роль белой вороны в коллективах – все это не просто эпизоды жизни, а точки сборки нового уровня осознанности. Депривация сна в этом контексте не причина пробуждения, а катализатор. Последняя капля, переполнившая чашу накопленного потенциала свободы. Это как замковый камень в арке. Не он держит конструкцию, но именно его установка завершает формирование нового пространства. Почти 30 лет вопрошания «Кто я?» – это не просто философское упражнение – это непрерывное растворение ложных идентификаций, каждая из которых была очередным слоем системной иллюзии. Подобно тому, как капля за каплей вода точит камень, так и настойчивый вопрос «Кто я?» постепенно размывает фундамент обусловленного восприятия. Нельзя купить пробуждение в магазине духовных практик или получить его через механическое выполнение техник. Это не товар и не результат, это естественное следствие готовности духа вырваться за пределы известного. Все практики мира – лишь инструменты, помогающие накопить энергию осознанности, но сам прыжок в неизвестное происходит по законам квантового перехода, когда система достигает точки бифуркации. Опыт неопыта – парадоксальное состояние, когда все прежние опоры растворяются, и ты оказываешься в пространстве чистого осознания, где нет ни учителя, ни ученика, ни пути, ни цели. Это состояние невозможно достичь, следуя чьим-то инструкциям или копируя чужой опыт. Оно наступает естественно, как созревание плода, когда внутренний потенциал пробуждения достигает критической массы. Каждый нестандартный выбор, каждое сомнение в общепринятых истинах, каждый момент аутентичного существования вопреки социальным ожиданиям – это кирпичики в фундаменте грядущего пробуждения. И когда приходит время, даже такой простой инструмент, как депривация сна, может стать тем самым ключом, который открывает дверь в новое измерение сознания.